Смарт-часы, которые совсем недавно я уже обозревал, но это была китайская версия. А сегодня мы поговорим о глобальной версии смарт-часов под названием Xiaomi Redmi Watch 3. Напоминаю, что в рекламе можно прочесть все достоинства данной модели. К примеру, яркий AMOLED-экран с технологией Always On Display, поддержка более 120 видов тренировок, автоматическое определение активности, готовые шаблоны для бега с разной активностью, стильный дизайн с металлическим покрытием, защита от влаги 5 атмосфер, 12-дневное время автономной работы, постоянный мониторинг пульса, измерение кислорода в крови SPO2, мониторинг сна и, разумеется, уровня стресса, куда ж без него. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляются данные смарт-часы в белой коробке из плотного картона, на ней есть название и изображение модели, а также краткая информация. Пакинг стандартный, как и в китайской версии. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, документацию и зарядное устройство с двумя пинами. Весят смарт-часы 37,5 грамма, размеры небольшие, 37 на 42 на 11 миллиметров. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, в которых под конец месяца иногда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал со скидками и промокодами на Алиэкспрессе и не только. Обязательно загляните, если что-то интересно, вбейте в поиске, увидите динамику изменения цен. Телеграм-канал взаимопомощи, где если вы распишете ПТЗ, что вам нужно, много людей вам посоветуют. И третий телеграм-канал, на который я советую вам подписаться, мой личный, где я размещаю результаты тестов до обзоров, так же, как и не сжатые файлы фотографий или видео. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Сегодня мы пробежимся по основным характеристикам модели, а также я расскажу, какая разница между китайской и глобальной версией Redmi Watch 3. Разумеется, в первую очередь у глобалки есть русский язык, а по остальным моментам я расскажу по ходу обзора. Поставляется данная модель в белой и черной расцветке. Внешние смарт-часы такие же, корпус выполнен из пластмассы, а рамка металлическая и глянцевая. Собраны они хорошо, качество материалов неплохое. Быстросъемный ремешок выполнен из TPU, он имеет фирменное крепление, так что любой другой ремешок не подойдет со стандартным креплением. Застежка, как у яблочных часов, охват запястья 135 мм, минимум 200 мм, максимум. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, микрофон, динамик и физическую кнопку для перехода в меню или возврата. Включение-выключение, перезагрузка устройства, зажатием можно вызвать голосового ассистента Amazon Alexa, а тройным нажатием совершить экстренный вызов по указанному номеру в приложении. Переназначить команды нельзя. Летим дальше. С фронтальной части находится AMOLED-дисплей на 1,75 дюйма с разрешением 390 на 450 пикселей и стеклом с защитой от отпечатков пальцев. Соотношение экрана к корпусу 70%, рамки в наличии, но верхняя и нижняя рамка симметричные. Экран имеет слегка закругленные края, скроллинг плавный, но не как у топов. Анимации по минимуму, работает интерфейс довольно быстро. Как я уже говорил, в стоке есть русский язык, шрифт в целом хороший, как и перевод, но не полноценный. Максимальная яркость 600 нит, при прямом попадании света на экран с максимальной яркостью в солнечный день яркости хватает. Автояркости на борту нет. Время до отключения экрана максимум 60 секунд, активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно, хорошо и довольно быстро. Работает эта функция по расписанию или все время. Такие функции, как включение экрана двойным тапом и выключение накрытием на борту, и отрабатывают они хорошо. Always On Display также присутствует, он может работать в смарт-режиме или по расписанию. Стиль Always On Display зависит от циферблата, если, конечно, циферблат имеет свой стиль AODA. Не все имеют. Также в настройках есть 4 готовых стиля AODA, которые можно слегка персонализировать под себя. Установить пароль на смарт-часы также можно, как и синхронизировать режим «Не беспокоить» со смартфоном или воспользоваться ночным режимом. По свайпам с главного экрана все стандартно, удобно, что виджеты разбиты по ячейкам, ко всему, что виджеты можно персонализировать под свои предпочтения. Погода в этой модели работает корректно, в отличие от китайской версии. Из интересного в меню также есть контакты, которые можно добавить. Через приложение можно добавить до 10 контактов. Вызовы, музыкальный плеер, в котором можно регулировать громкость и переключать треки, воспроизведенные на смартфоне, но загружать на сами смарт-часы музыку возможности нет. Далее есть кнопка для удаленной фотосъемки с таймером в 3-5 секунд. Работает это дело корректно. Будильник можно завести прямо со смарт-часов. В фоновом режиме работает только таймер. Все остальные приложения также на борту. Убрали только Alipay и китайское приложение. И NFC, что очевидно. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2, уведомление об отключении не работает. Подключить нагрудный датчик нельзя, как и беспроводные наушники. Тренировок на борту более 120 видов, в которые входит отслеживание плавания, а для бега есть заготовленные шаблоны с различной интенсивностью тренировки.
ошибки. Автоматическое определение активности также есть, и срабатывает это определение хорошо. Шаги измеряются с небольшой погрешностью, установлен чип GNSS, из навигации есть GPS Beidou, GLONASS, Galileo и QZSS. GPS-положение определяет смарт-часы около 10 секунд, это довольно быстро. Карты строятся не совсем корректно, маршрут по направлению совпадает, но точность маршрута совсем не идеальная. Отмечу, что проблем, как в китайской версии с записями тренировок и маршрутов в глобалке, я не встречал, что хорошо. Что касается мониторинга здоровья, из датчиков на борту датчик сердечного ритма с поддержкой измерения SPO2, акселерометр, гироскоп и геомагнитный датчик. Мониторинг, по моим ощущениям, такой же, как и был. Пульс воздуха, как и кислород в крови, не нащупывают. Пульс измеряется в авторежиме с периодичностью минимум в 1 минуту или вручную. SPO2 нужно измерять только вручную. Мониторинг уровня стресса работает в ручном режиме или авто. Сон мониторит хорошо, как и все фазы сна, с фазами быстрого сна, разумеется. Графики на смарт-часах отображаются информативно. Ко всему можно настроить мониторинг здоровья прямо со смарт-часов. Из полезного на борту также есть напоминание размяться или расслабиться, дыхательные тренировки и отслеживание цели дневной активности. Далее, при входящем звонке нам предоставили возможность сбрасывать вызовы или отвечать на него. Используется технология Bluetooth звонков. Разговаривать через смарт-часы в целом удобно, микрофон отрабатывает хорошо, как и динамик. Быстрых ответов на звонки или на уведомления пока не завезли. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. Иконки отображаются, а вот смайлики по-прежнему нет. Длинные уведомления нужно дочитывать на смартфоне, к сожалению. Емкость аккумулятора 289 мАч, полный цикл зарядки занимает не больше 2 часов. Время автономной работы такое же, как и в китайской версии, а именно 5-6 дней в среднем сценарии использования. Водонепроницаемость 5 атмосфер защищает смарт-часы от погружения в воду. Но я не советую купаться с данными смарт-часами в соленой воде или ходить в сауну. Для примера я окунул их в проточную воду на 30 секунд. По итогу они остались живы. Redmi Watch 3 подключается к приложению Mi Fitness. В приложении есть 4 вкладки: здоровье, тренировка, устройство и профиль. На стартовой странице со смарт-часами мы имеем заряд в процентах, что удобно, галерею с циферблатами, которых достаточно, ко всему есть персонализированные циферблаты, через которые можно переходить к определенным приложениям и устанавливать любую фотографию на заставку, также можно. Далее есть стандартные настройки и обновление прошивки. Мне обновление уже прилетало. Минусы все такие же, как и в китайской версии, так как с новыми обновлениями изменений особых нет. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на этот канал с колоколом, написать любой комментарий больше 5 слов. За просмотр огромное спасибо, за комментарии тем более. Вы знаете, что вы помогаете проекту. Не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Это 3 самых полезных ресурса. Всего ресурсов 14, но кому надо, в описании посмотрит, что есть. Еще интересно, это текстовые обзоры. Кому лень смотреть обзоры такие, можете читать на Дзене статьи актуальные, еще и с новостями. Резюмирую, умные часы Redmi Watch 3 глобальной версии, как я уже сказал, от китайской версии особо не отличаются. Да, у глобалки вырезали китайские приложения, убрали NFC, добавили русский язык, и по большому счету все. Что китайская версия, что глобалка, хороший выбор для покупки. Но нужно учитывать стоимость, и хорошо, что данную модель можно приобрести за очень приятный ценник. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.